Попробуйте вообразить реальность, где привычная нам историческая летопись еще даже не начала свой отсчет, а время воспринимается не как стремительный и прямолинейный вектор прогресса от первого айфона к далеким звездолетам, а как неразрывный и бесконечный цикл, состоящий из смены сезонов, череды рождений и неизбежных смертей. Мы совершаем прыжок на 12 тысяч лет в прошлое, переносясь в эпоху, которую официальная наука привыкла считать лишь затянувшимся финалом каменного века или верхним палеолитом. Если верить классическим томам учебников, по которым учились мы сами, наши отцы и деды, в то время человечество находилось в состоянии глубокого младенчества. Мы якобы были примитивными, разобщенными и вечно напуганными кочевниками, чей быт ограничивался естественными пещерами или хрупкими шалашами из веток и шкур, которые сносило первым же сильным порывом ветра. Считалось, что мы не имели ни малейшего представления о земледелии, довольствуясь лишь тем, что милостиво давала природа, и не знали никакой социальной иерархии, где вождь был просто самым удачливым и крепким охотником. Нам приписывали полное отсутствие навыков масштабной обработки камня, незнание математических законов, геометрии и основ архитектуры. Мы виделись лишь случайным звеном в пищевой цепи, будучи чуть хитрее лесных волков, но гораздо слабее степных львов, прячась от холода и рыщущих хищников в робком ожидании того самого рассвета цивилизации, который, по официальной версии, должен был наступить лишь через 6 тысячелетий в плодородных долинах Шумера и Египта. Это была очень удобная и логически выстроенная схема эволюционного пути от простого к сложному, в которую мы привыкли верить, однако на юге современной Турции, неподалеку от границы с Сирией и всего в нескольких километрах от города Шанлы-Урфа, на вершине выжженного безжалостным солнцем и неприметного известнякового плато, которое местные курды веками называли Гёбекли-Тепе, что значит «пузатый холм», земля веками хранила тайну, способную не просто скорректировать эту схему, а буквально смять ее и выбросить в мусорную корзину истории. В середине 90-х годов немецкий исследователь Клаус Шмидт, доверившись своей профессиональной интуиции и заметив на поверхности странные сколы кремня, приступил к раскопкам, надеясь найти лишь небольшое византийское святилище или, в лучшем случае, неолитическую стоянку, но то, на что он наткнулся, когда лопаты археологов сняли первый слой дерна, оказалось немыслимым и не поддающимся привычной логике. Под многометровым слоем песка, нанесенного ветрами за тысячелетия, и, как выяснилось позже, под тысячами тонн грунта и щебня, специально насыпанного вручную древними людьми, скрывались не просто камни, а настоящие храмы с гигантскими монолитными Т-образными колоннами весом от 20 до 50 тонн и высотой до 6 метров. Эти колоссы были идеально вырезаны из твердого известняка без использования металлических инструментов, отшлифованы до блеска и расставлены в сложные, геометрически выверенные круги и спирали за 6 тысяч лет до Стоунхенджа и за 7 тысяч лет до возведения Великой пирамиды Гизы. Это построили те, у кого, согласно нашим представлениям, не было ни колеса, ни металла, ни письменности, ни даже гончарного круга или тяглового скота, что сопоставимо с обнаружением работающего реактивного двигателя в гробнице Тутанхамона или кремниевого микрочипа в слоях юрского периода, представляя собой неуместный артефакт размером с целую гору. Однако настоящий шок, от которого до сих пор не могут оправиться историки и теологи, вызвали не габариты мегалитов, которые еще можно было бы списать на фанатичное упорство, а то, что открылось ученым, когда они смахнули пыль веков и всмотрелись в изображения на боках этих камней. На колоннах был высечен сложнейший зоопарк, пауки, замерзшие перед прыжком, скорпионы с поднятыми ядовитыми жалами, змеи, ползущие вниз, лисы со скалящимися пастями, журавли с изящно изогнутыми шеями и клыкастые кабаны,
среди которых особенно выделяется колонна под номером 43, известная в научном мире как «камень стервятника». На ней запечатлен многоуровневый барельеф, больше похожий на закодированную инструкцию или древний комикс. Стервятник с распростертыми крыльями, удерживающий в когтях идеальный диск, скорпион в нижней части, безголовый человек и странные символы, напоминающие латинские буквы H и O. Долгое время это считали обычным ритуальным искусством или тотемами дикарей, пытающихся задобрить духов, но недавно группа исследователей из Эдинбургского университета под руководством доктора Мартина Свитмана посмотрела на этот камень как на массив данных, загрузив изображение в мощнейшие астрономические симуляторы, используемые НАСА. Компьютер выдал ответ, от которого у ученых пробежал холод по спине. Это была не декорация, а точная, математически выверенная звездная карта, запечатлевшая состояние неба в конкретный момент времени, когда оно в буквальном смысле упало на Землю, уничтожив прежний мир. Мы начинаем глубочайшее расследование, отправляясь в точку ноль нашей цивилизации, чтобы расшифровать это послание выживших в планетарном аду и понять, почему символы Гёбекли-Тепе — это не молитва, а отчаянное предупреждение нам, их забывчивым потомкам. Чтобы осознать суть открытия, нужно подойти к столбу 43 вплотную и ощутить холод этого розетского камня палеолита, который молчал 12 тысячелетий в северо-западной части комплекса в так называемой ограде Д. Традиционная археология твердила о культе мертвых и небесном погребении, где птицы освобождают души, а безголовая фигура — это шаман в трансе. Но инженеры задались вопросом: что если это созвездие? Для людей той эпохи звезды были часами, картой и календарем, и любое изменение в небесном узоре замечалось мгновенно. Используя программу Stellarium и учитывая прецессию земной оси, то самое медленное покачивание планеты, меняющее вид неба каждые несколько тысяч лет, ученые увидели, что пазл сложился с пугающей точностью. Скорпион на камне — это наше созвездие Скорпиона, волк — это созвездие Лупус, а стервятник — созвездие Стрельца, чьи контуры идеально накладываются на барельеф. Диск в когтях птицы — это Солнце. И такая конфигурация неба в день летнего солнцестояния соответствует только одной эпохе — 10951 год до нашей эры, что заставило геологов вздрогнуть. Эта дата — не случайность, а начало младшего Дриаса, одной из самых жестоких климатических аномалий, когда планета, едва начав выходить из ледникового периода, за считанные годы провалилась обратно в убийственную заморозку, а температура в северном полушарии упала на 10-15 градусов. Ученые долго искали причину этого резкого выключения глобальной печки, пока в 2000-х годах в ледяных кернах Гренландии не обнаружили скачок платины и иридия, металлов, редких для Земли, но обычных для комет. Слой черного мата, наполненный наноалмазами и оплавленными микросферулами, опоясывающий планету на этой глубине, подтвердил: произошел колоссальный космический удар. Это не был один астероид, это была гигантская комета диаметром около 100 километров, превратившаяся в поток обломков, космический дробовик, который устроил ковровую бомбардировку атмосферы. Взрывы мегатонной мощности над ледниками вызвали потопы и глобальные пожары, а сажа закрыла Солнце, остановив фотосинтез и погрузив мир в ядерную зиму. Именно этот хаос запечатлен в Турции. Символы змей, ползущих вниз, — это не фаллические знаки, а метеорные потоки, огненные всполохи, прорезающие небо, которые астрономы связали с потоком Тауриды.
Раскопки также открыли мрачный культ черепов с надрезами, которые подвешивали к потолку, что в свете катастрофы выглядит как память о жертвах и попытка коллективной терапии для вида, пережившего планетарное ПТСР. Самое поразительное, что Гёбекли-Тепе не был разрушен врагами или временем. Его создатели сами намеренно похоронили комплекс под тысячами тонн грунта, запечатав капсулу времени, чтобы либо сохранить послание, либо спрятать проклятое место. Это открытие объясняет, почему мы стали теми, кто мы есть. До удара кометы люди были свободными охотниками, но уничтожение экосистемы и гибель мегафауны заставили их в акте отчаяния заняться сельским хозяйством прямо здесь, на склонах горы Караджа-Дак, где и зародилась первая культурная пшеница. Мы стали цивилизованными не от хорошей жизни, а чтобы не умереть с голоду в разрушенном мире, сделав Гёбекли-Тепе центром, объединившим племена ради выживания. Даже 3 символа сумочек на вершине столба оказались не чемоданами пришельцев, а схемами заката и календарными циклами равноденствий, доказывая, что наши предки владели абстрактным мышлением и математикой. Мы забыли науку, но сохранили ужас, превратив реальную катастрофу в мифы о потопе, Атлантиде и Рагнарёке. Но теперь, когда раскопано всего 5% территории, мы понимаем, что камни Гёбекли-Тепе кричат нам: «Это может повториться». Осколки той самой кометы все еще скрываются в комплексе Таурит, и пока мы строим города и создаем технологии, над нами по-прежнему летит невидимая угроза со скоростью 30 километров в секунду. Нам лучше прислушаться к этому древнему крику из камня, пока не стало слишком поздно. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.